Всем привет! Вы на канале Бисквит. Делюсь обещанным рецептом шоколадных конфет. Шоколадные конфеты – это вкуснейшее лакомство, любимое многими во всем мире. Делаются они из темперированного шоколада и различных начинок. Я покажу 4 из них. Конфеты Курага чернослив. Темперируем шоколад. Возьмите 60 грамм темного шоколада. Магазинный в плитках не подойдет. Растопите его в микроволновке или на водяной бане. Нагрейте шоколад до 50-55 градусов. Для измерения температуры шоколада используйте пирометр. Игольчатый термометр не подойдет, так как он долго считывает температуру. За это время она успеет измениться. Как только шоколад нагреется до нужной температуры, охладите его до 27 градусов при комнатной температуре или в холодной воде. Охлажденный шоколад снова нагрейте до рабочей температуры 30-32 градуса. Выложите шоколад в формочки, примерно по пол чайной ложки. Наклоняйте форму из стороны в сторону, чтобы шоколад равномерно растекся по стенкам формочек. Переверните форму вверх дном. Аккуратно похлопывайте по бортикам, чтобы лишний шоколад стек. Удалите излишки шоколада ровным предметом, ножом, лопаткой, шпателем. Уберите охладиться. Тем временем приготовим начинку. 35 грамм кураги, 35 грамм чернослива и 15 грамм грецкого ореха. Измельчите и перемешайте. Корпус конфет готов. Наполним начинкой. В каждую конфету выложите небольшое количество начинки и хорошо утрамбуйте. Начинка не должна доходить 1–1,5 мм до края конфеты. Сверху на начинку вылейте небольшое количество шоколада. Чтобы он не загустел, пока готовим конфеты, держите его в теплой воде 32 градуса. Ровным предметом удалите излишки шоколада. Уберите в холодильник до полного охлаждения. Признак готовности конфет – это прослойка воздуха между шоколадом и формочкой. Вытряхните конфеты из формы. Правильно затемперированный шоколад легко выйдет из формы и будет иметь глянцевый вид. Всего получилось 12 конфет. Курага, чернослив и грецкий орех – это классическое сочетание полезных и вкусных конфет, изюминку которым добавляет темный шоколад. Кислинка, сладость и легкая терпкость. Конфеты вишня в шоколаде. Для начинки потребуется любой темный шоколад 10 грамм и 15 мл горячих сливок 33% жирности. Залейте ими шоколад и перемешайте до однородности. Если шоколад не растворился полностью, слегка подогрейте. Шоколадный ганаш накройте пищевой пленкой в контакт. Уберите охладиться. Также для начинки потребуется 20 грамм шоколадного песочного печенья. Измельчите его в крошку. Добавьте 10 грамм растопленного сливочного масла. Хорошо перемешайте. Для корпуса потребуется 60 грамм темного шоколада. Подсказка темперирования в нижнем углу. Шоколадный корпус делается как в предыдущих конфетах. Сначала выкладываем вишневый джем, всего 40 грамм.
Каждую конфетку наполните джемом наполовину. Уберите в морозилку до загустения джема. На джем аккуратно выкладывайте тонкий слой ранее приготовленного шоколадного ганаша. Толщина слоя 1,5–2 мм. Уберите в морозилку до загустения ганаша. Сверху на ганаш выложите шоколадную крошку и слегка утрамбуйте ее. Печенье не должно доходить 1–1,5 мм до края конфеты. Уберите в холодильник до схватывания масла в печенье. Сверху на печенье выложите шоколад, равномерно распределите по конфете. Напомню, чтобы шоколад оставался рабочей температуры, держите его в теплой воде 32 градусов. Ровным предметом уберите излишки шоколада. Охладите. Готовые конфеты вытряхните из формы. Всего получится 12 конфет. Вишня в шоколаде – это яркий вишневый джем в сочетании с шоколадным печеньем, дополненный насыщенным шоколадным ганашем в хрустящем темном шоколаде. Конфеты кокосовые. Для начинки возьмите 30 грамм любого белого шоколада. Залейте 15 мл горячих сливок 33% жирности. Перемешайте до однородности. Если шоколад не растворился полностью, слегка подогрейте. Накройте пищевой пленкой в контакт и охладите. Также возьмите 20 грамм мелкой кокосовой стружки, 25 грамм сгущенного молока. Хорошо перемешайте. Для корпуса возьмите 60 грамм белого шоколада. По темперированию подсказка внизу. Наполните шоколадом формочки. Похлапыванием вытряхните лишний шоколад. Ровным предметом уберите излишки. Охладите. Наполните конфеты до половины кокосовой начинкой. Сверху выложите ганаш. Он не должен доходить до края конфеты 1–1,5 мм. Уберите в морозилку до загустения ганаша. Сверху на ганаш выложите немного шоколада. Уберите излишки ровным предметом. Охладите конфеты. Готовые конфеты вытряхните из формы. Всего получится 12 конфет. Конфеты кокосовые. Это ароматный кокос в сочетании со сливочным шелковистым ганашем на белом шоколаде. К этой начинке подойдет корпус из любого шоколада – белого, молочного, темного. Конфеты карамель-арахис. Для начинки возьмите 25 грамм любого молочного шоколада и 17 мл горячих сливок 33% жирности. Перемешайте до однородности. Если шоколад не растворился полностью, слегка подогрейте. Накройте пищевой пленкой в контакт и уберите охладиться. Возьмите 20 грамм дробленого арахиса и перемешайте с 30 граммами карамели. Темперируйте 60 грамм молочного шоколада, как в подсказке в нижнем углу. Шоколадный корпус сделайте, как в предыдущих конфетах. Заполните конфеты на 2/3 арахисом с карамелью. Сверху выложите ганаш. Он не должен доходить до края конфеты 1–1,5 мм. Охладите ганаш и залейте крышечку, как в предыдущих вариантах. Всего получится 12 конфет.
Конфеты «Карамель-арахис» – это беспроигрышное сочетание молочного шоколада, карамели и арахиса, дополненного нежной текстурой ганаша на молочном шоколаде. Сделать вкусные шоколадные конфеты в домашних условиях можно, и это несложно. Главное иметь пирометр, шоколад для темперирования и фантазию, чтобы придумать начинки. Такие конфеты можно сделать в подарок или съесть самому с огромным удовольствием. Подписывайтесь на канал, ставьте реакцию и всем пока!